Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Realistic PES. Со вчерашним оперативным обновлением в игру вернулся Рональдиньо Гаучо, причем времен игры за Барселону. По сути, спустя чуть больше года мы получаем его каталонскую версию вместе с дебютом Ван Боммела и старо-новым главным тренером в лице Франка Райкарда, также времен тренерства за Барселону. В отличие от прошлогоднего появления Райкарда, эта версия по сути появляется со своей реальной 3D-моделькой, ну и конечно же новоиспеченным Link-Up Play. И в рамках сегодняшнего ролика хочу вкратце обсудить, насколько сильно успела измениться карточка Рональдиньо, в отличие от своего прошлогоднего релиза за Барселону, в отличие от своего полугодичного релиза за сборную Бразилии, ну и вкратце обсудить различия линк-апа того же самого Райкарда, Моуриньо или Фабио Капелло. В общем, думаю, что должно быть интересно. Устраивайтесь поудобнее. Как и всегда, приглашаю вас в комментарии для того, чтобы вы поделились своим мнением, ну и не забывайте поддерживать это видео своими большими пальцами вверх. А если вам необходимо пополнить баланс ваших монеточек в eFootball, то это можно сделать на PlayRock, ведь именно там вы найдете одни из самых выгоднейших предложений для eFootball Mobile. Если же вы играете на ПК, то на PlayRock также можно пополнить свой аккаунт Steam. Приобрести монеты и все остальное на их сайте вы можете в пару кликов, и что самое главное, безопасно. Все это и не только вы сможете найти по ссылке в описании и в закрепленном комментарии. Ну так, о чем это я? Точно. Как бы мне того не хотелось, но тут слукавить вообще никак не получится, и новая карточка Рональдиньо является самой высокорейтинговой за все то время, что в целом Рональдиньо появлялся в eFootball. Про версии из Милана мы и вовсе не говорим, потому что они выходили давным-давно, тогда как годичная версия за Барселону уступает где-то на пункта 3, точно так же, как и версия за сборную Бразилии с привязкой за ПСЖ. То есть эти две предпоследние карточки уступают на 3 пункта рейтинга. Самым главным отличием нового Рональдиньо от своих предыдущих появлений является тот факт, что у новой карточки теперь присутствует два донатных навыка, а именно взрывное ускорение и динамичный дриблинг. Наверное, лучше навыков для Рональдиньо не придумаешь. По сути, не стали руинить эту карточку Рональдиньо тем же самым пикированием Сокола, который как будто бы стали раздавать всем, кому не лень. И по сути, для дриблинга, взрывного ускорения, в целом беготни по флангу, наверное, эта версия Рональдиньо действительно смотрится идеально. Но все ли так однозначно по цифрам, которые представили у новой версии? На самом деле, я бы не сказал, что вот по основным цифрам, моментам, эта карточка ушла далеко вперед. По сути, основной упор и в целом скиллы, которые представлены у всех трех версий, актуальной, годичной за Барселону, версии за сборную Бразилии, упор у них в большинстве своем сохраняется. То есть нет такого, что где-то новая карточка лучше в конкретном моменте, нежели две предыдущих. У них одинаково хороший дриблинг, удары, подкрутка, и разве что в скорости с ускорением новая карточка, конечно, чуть-чуть превосходит предыдущие свои появления. Но в целом по скиллам я бы не сказал, что существенная разница за актуальной версией. Поэтому, если у вас есть прошлогодняя карточка за Барселону или карточка за сборную Бразилии, или вы вообще стали счастливчиками и на халяву получили бигтаймовскую карточку, то, наверное, ответ будет очевидным. Не стоит лезть за новой карточкой. Да, конечно, два навыка, все дела, но это как будто бы лишняя переплата. Хотя, с другой стороны, если вам не жалко свой кошелек, вы в целом не заботитесь об этом, то, конечно же, можете пойти. Кто я такой, чтобы вам что-то запрещать, но мой совет, если у вас есть предыдущие модельки Рональдиньо, если эта карточка не от Милана, то актуальная версия за Барселону, скорее всего, вам не так сильно понадобится. С Франком Райкардом вообще получилась интересная история, потому что с релизом каждого последующего главного тренера, у которого присутствует Link-Up Play, я это принимал как должное. Ну вот у него есть линк, он дает буст парочке игроков, а какие игроки там нужны, для чего именно он дает буст, мне не особо-то и интересно, учитывая, что далеко не всех тренеров тем же самым линк-апом я использую. Но присмотревшись в целом к его линку, я заметил, что по сути линк-ап Франка Райкарда повторяет то, что присутствует у Жозе Моуриньо и Фабио Капелло, с той лишь разницей, что у трех менеджеров для активации этого линка требуются разные игроки, но сам буст, он по сути одинаковый, а именно к передачам низу,
низом и верхом. И то есть я даже не лукавлю, то есть заброс верхом Б у Франка Райкарда и заброс верхом А у Фабио Капелло — это по сути одна и та же вещь, которая улучшает точность пасов в разрез низом и верхом, и самое главное различие лишь именно в позициях, на которые распространяется этот линк-ап. Наверняка у некоторых из вас может возникнуть вопрос, а стоит ли брать Франка Райкарда, стоит ли он того, но, как мне кажется, ответ на этот вопрос крайне прост. Вам необходимо отталкиваться от тех стилей игры, которые присутствуют у тренера, в частности у голландца это быстрая контратака и по всему полю. Поскольку последние несколько месяцев я играю исключительно с длинной контратакой, то Франк Райкард меня особо не интересует. Я не так давно прикупил Фабио Капелло, а поэтому более чем доволен, наигрывая его в качестве тренера. Но если вы продолжаете играть на быстрой контратаке или вам интересно попробовать по всему полю, то в принципе можете попробовать взять. Это вам не Ханси Флик, который доступен в клубном паке за 1500 монет. Ну и в комментариях под этим роликом я буду рад узнать ваше мнение касаемо нового главного тренера, что вы думаете насчет нового эпического-шоутаймовского пака с Рональдиньо, Родри и остальными. Будете ли брать нового Рональдиньо, или же у вас есть его предыдущие карточки за Барселону или же за сборную Бразилии. Обо всем этом и не только, конечно же, пишите в комментариях. Поддерживайте это видео своей активностью в виде больших пальцев вверх, ну и подписывайтесь на канал с колокольчиком, чтобы ничего не пропустить. Всем спасибо за просмотр, приятной игры и до скорых встреч!